31 августа 2022 года на Запорожской атомной электростанции, самой крупной в Европе, произошла авария, которая потрясла мир. Вскоре после полудня в одном из реакторов сработала система аварийной защиты. Уровень радиации в зоне вокруг станции мгновенно повысился, вызвав панику среди персонала и местных жителей. Сигналы тревоги раздавались по всему периметру электростанции. Согласно предварительным данным, причиной аварии стали несанкционированные операции на объекте. Власти заявили, что действия, предпринятые рядом военных формирований, привели к серьезным повреждениям оборудования. За несколько дней до происшествия станция находилась под наблюдением иностранных разведок, что добавляло напряженности в уже и без того сложную геополитическую ситуацию. Персонал станции сначала не понимал масштабы произошедшего. В первые минуты после срабатывания сигнализации на Запорожской АЭС началась паника. Операторы пытались восстановить контроль над ситуацией, но система управления была серьезно нарушена. Сигналы тревоги заглушали множество голосов, и сотрудники стали эвакуироваться. В это время на место аварии начали прибывать спасательные службы, готовые к ликвидации последствий. Вскоре после объявления чрезвычайной ситуации на станцию начали стягиваться дополнительные силы. Службы экстренного реагирования работали в условиях неопределенности. Ситуация осложнялась отсутствием четкой информации о степени радиационного загрязнения. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Однако страх и недоверие распространялись среди населения. Между тем, на международной арене начались обсуждения последствий аварии. Геополитическая напряженность вокруг Запорожской АЭС достигла критической отметки. Мировые лидеры начали высказываться о необходимости защиты атомной энергетики и обеспечения безопасности на таких объектах. И пока мы разбираемся в последствиях этой масштабной аварии, задумайтесь. А вам не кажется, что понимание таких событий — это как радиация? Чем больше, тем лучше. Если вам нравится наше творчество и вы хотите поддержать нас в этой важной работе, загляните по ссылке в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране. Спасибо, что мы вместе. ООН собрало экстренное заседание, чтобы обсудить возможные меры реагирования и поддержку страны, пострадавшей от катастрофы. С каждой минутой ситуация становилась все более серьезной. Неизвестность и необратимые последствия аварии вызывали страх у людей, живущих в радиусе нескольких десятков миль от электростанции. Дети, пожилые люди и все, кто находился в зоне риска, были эвакуированы. Власти обратились к населению с призывом оставаться в укрытиях и максимально ограничить контакты с внешним миром. Новости о катастрофе быстро распространились по всем каналам. Прямые эфиры показывали толпы людей, бегущих в поисках укрытия, и служителей порядка, пытающихся успокоить ситуацию. Страны-соседи начали готовиться к возможному распространению радиации, принимая меры предосторожности на своих границах. Авария на Запорожской АЭС не только повлияла на жизнь местных жителей, но и породила волну международной озабоченности и обсуждений, касающихся безопасности атомных станций в условиях политических конфликтов. Потенциальные последствия катастрофы обещали быть разрушительными как для экологии региона, так и для стабильности в мире. Вскоре после аварии на Запорожской АЭС ситуация накалилась до предела. В окрестностях станции началась эвакуация. Местные жители спешно покидали свои дома, беря с собой только самое необходимое. По сообщениям, в радиусе 30 миль от станции была объявлена зона карантина. Блокпосты установлены на всех основных дорогах. Военные патрулировали окрестности, обеспечивая безопасность и предотвращая панические настроения. На фоне растущей паники правительства соседних стран начали принимать меры. Утром 1 сентября на границе с Украиной были развернуты дополнительные войска. Соседние государства объявили о введении режима повышенной готовности. Власти Польши и Словакии начали проверку готовности своих атомных станций, чтобы исключить возможность утечек радиации. СМИ сообщали о том, что в этих странах также начались массовые закупки продуктов и средств защиты. Тем временем на международной арене начались обсуждения возможных последствий. ООН призвала к срочному заседанию Совета Безопасности. Представители стран Запада выразили глубокую обеспокоенность по поводу безопасности атомных объектов в условиях военного конфликта. На фоне этого Россия направила свои войска к границам Украины, что только добавило масла в огонь. Мировые лидеры начали обмениваться обвинениями и угрозами, подогревая конфликт.
В это время на Запорожской АЭС работа спасательных служб продолжалась в тяжелых условиях. Команды пытались восстановить нормальную работу системы, но каждый новый час приносил новые проблемы. Разрушенные реакторы требовали незамедлительного вмешательства, но доступ к ним был ограничен из-за угрозы радиационного загрязнения. Местная власть призывала людей оставаться в укрытиях и следить за новостями. Между тем, в сети начали циркулировать слухи о возможных попытках захвата атомной станции различными военными группировками. Сообщения о странных военных передвижениях в окрестностях станции вызывали дополнительные опасения. Некоторые СМИ предполагали, что происходящее может быть частью более широкой стратегии, направленной на дестабилизацию региона. На фоне этого эксперты начали высказываться о потенциальных последствиях аварии. Некоторые утверждали, что уровень радиации может достичь соседних стран, что приведет к экологической катастрофе. В то же время другие подчеркивали, что авария на Запорожской АЭС может испортить имидж атомной энергетики, которая в последние годы вновь начала набирать популярность как чистый источник энергии. К обеду 2 сентября на Запорожской АЭС был зафиксирован резкий рост радиационного фона, что подтвердили независимые эксперты. Это поставило под угрозу безопасность не только работников станции, но и местных жителей. Спасательные службы были вынуждены действовать в экстренном режиме. Параллельно с этим в социальных сетях началась кампания по сбору средств для пострадавших, что свидетельствовало о растущей международной солидарности. Страны Европы начали обсуждать возможность помощи в ликвидации последствий аварии, но политическая напряженность оставалась на высоком уровне. Авария на Запорожской АЭС быстро превратилась в международный кризис, угрожая не только регионам Украины, но и всему европейскому континенту. Каждый новый день приносил новые вызовы и усугублял ситуацию, ставя под сомнение будущее атомной энергетики в целом. Первое сообщение о происшествии поступило в местные новостные агентства в 11 часов утра. Оператор Запорожской АЭС сообщил о сбое в работе одного из реакторов. Сообщение быстро разошлось по социальным сетям, привлекая внимание не только местных жителей, но и международных новостных каналов. Вскоре на экранах телевизоров и в новостных лентах появились репортажи с места событий, в которых утверждалось, что уровень радиации превышает допустимые нормы. Сначала информация о происшествии воспринималась как локальная авария, но вскоре начались сообщения о возможных последствиях. Специалисты начали анализировать данные о радиационном фоне, полученные от независимых наблюдателей, и оценивать масштабы ситуации. Чуть позже стало известно, что уровень радиации в зоне вокруг Запорожской АЭС возрос в 2 раза по сравнению с нормой. Это вызвало еще большее беспокойство у населения. Тем временем в социальных сетях начали появляться сообщения о панике среди работников станции. Люди делились своими переживаниями и опасениями по поводу будущего. Работники АЭС, не дождавшись официальных указаний, начали самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны. Это подогрело слухи о том, что авария может иметь серьезные последствия и повлечь за собой масштабные эвакуации. Вскоре после этого Министерство внутренних дел Украины выпустило официальное заявление, в котором призвало граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. Однако в ответ на это возникло множество вопросов. Люди требовали более четких данных о том, что происходит и какую опасность представляет ситуация. Власти обещали держать население в курсе событий, но общественное недовольство росло. Между тем, журналисты со всего мира начали стягиваться к Запорожской АЭС. На месте происшествия образовались толпы репортеров, которые пытались получить информацию от официальных источников. С пресс-конференцией задерживались, и это только усиливало напряженность. Местные жители начали собираться на площадях, чтобы обсудить ситуацию. Беспокойство о здоровье и безопасности стало главной темой разговоров. Первые сообщения о происшествии уже повлияли на рынок. Акции энергетических компаний начали резко падать. Инвесторы, опасаясь дальнейших последствий, начали выводить свои средства из акций атомной энергетики. Это повлияло не только на украинскую экономику, но и на рынок в целом, создавая эффект домино на глобальном уровне. На фоне всего этого к новости о ситуации на Запорожской АЭС подключились международные новостные агентства. Они начали следить за развитием событий, подчеркивая важность безопасной эксплуатации атомных станций. Некоторые эксперты выражали мнение, что ситуация может быть использована как повод для пересмотра политики использования атомной энергии во многих странах.
Пока мир затаил дыхание, в Запорожье работали спасательные службы и специалисты. Они пытались справиться с последствиями аварии, но ясности в ситуации не было. Проблема усугублялась отсутствием точных данных о том, что произошло и какие меры следует предпринять. Каждый новый час приносил неопределенность и страх за будущее. На фоне катастрофы на Запорожской АЭС вскрылись факты, указывающие на то, что предыдущие события могли быть частью заранее спланированной операции. Специальные службы начали изучать возможные связи между инцидентом и недавними военными действиями в регионе. За несколько недель до аварии в окрестностях станции были замечены подозрительные передвижения военной техники. Местные жители сообщали о ночных маневрах, которые выглядели аномально и вызывали беспокойство. Однажды ночью, незадолго до происшествия, группа неизвестных людей была замечена на территории атомной станции. Свидетели утверждали, что они видели, как они проводили несанкционированные действия возле реакторов, но подробности оставались неясными. Связанные с этим события вскоре попали в поле зрения правоохранительных органов. Начались проверки, но результаты расследования оказались запутанными. Вскоре после аварии стало известно, что в день происшествия на станцию поступили анонимные угрозы. Неизвестные лица угрожали провести атаку на объект, если не будут выполнены их требования. Эта информация вызвала волну обсуждений среди экспертов, которые предположили, что авария могла быть частью более широкой стратегии дестабилизации региона. Власти начали рассматривать все возможные сценарии, включая вмешательство иностранных агентов, что добавило напряжения в международные отношения. В это время спасательные службы продолжали бороться с последствиями аварии. Однако на площадке также начались утечки информации. Журналисты начали получать данные о том, что за несколько дней до происшествия на станции проводились необъяснимые тесты, связанные с системами безопасности. Некоторые источники утверждали, что эти проверки были сделаны без ведома высшего руководства, а это поднимало вопросы о том, кто на самом деле управлял ситуацией. С каждым новым сообщением о происшествии в международных новостных агентствах давление на правительство Украины возрастало. Политики начали обвинять друг друга в недоработках. Оппозиция воспользовалась ситуацией, чтобы потребовать отставки ответственных чиновников, что только усугубляло внутреннюю политическую напряженность. Люди требовали ясности и правды о том, что произошло, и кто за этим стоит. Вскоре в сети появились теории заговора, связанные с аварией. Одни утверждали, что катастрофа была спланирована для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны, другие говорили о возможной иностранной интервенции. Дискуссии становились все более жаркими, и каждая новая теория поднимала волну общественного недовольства. Ситуация достигла критической точки, когда независимые эксперты заявили о необходимости международного расследования. Они призвали к привлечению специалистов из других стран для оценки произошедшего и анализа возможных нарушений. Это предложение вызвало негативную реакцию со стороны местных властей, которые опасались, что вмешательство извне может привести к утечке секретных данных и усилить международное давление. В то время как мир внимательно следил за дальнейшими событиями, на Запорожской АЭС продолжались попытки восстановить контроль над ситуацией. Спасательные службы работали в условиях неопределенности, и каждый новый час приносил новые вызовы. Накалившаяся обстановка требовала срочных решений, и давление на власти возрастало. Каждый день складывался в цепочку событий, подчеркивающих, что эта катастрофа может стать не только бедой для региона, но и важной вехой в истории атомной энергетики и геополитики. Когда сработала система аварийной защиты на Запорожской АЭС, первые минуты превратились в настоящую катастрофу. В одно мгновение спокойная атмосфера рабочего дня заменилась на хаос. Операторы, услышав тревожные сигналы, начали нажимать кнопки управления, проверяя состояние реакторов. Их лица отражали шок, когда они осознали, что произошло. На экранах мониторов мигали предупреждения о превышении уровня радиации, что усиливало атмосферу тревоги. В служебных помещениях началась неразбериха. Люди стремились покинуть свои рабочие места, но на выходах образовались пробки. Анна, оператор группы управления, пыталась успокоить коллег, но даже ее голос терялся среди криков и паники. Она знала, что нужно двигаться к безопасной зоне, однако страх мешал сосредоточиться. Коллеги толпились у дверей, и каждый искал способ выбраться наружу. Снаружи, вокруг охранных постов, возникли перепалки. Служба безопасности, не имея четкой инструкции, пыталась установить порядок.
Их усилия останавливались на каждом шагу, когда работники станции сбивались в кучи, и каждый из них требовал информации о происходящем. Спасательные службы, прибывшие на место, пытались организовать эвакуацию, но сами столкнулись с растерянностью и недостатком информации. Вскоре начали поступать тревожные сообщения о том, что уровень радиации за пределами станции достиг опасных значений. Эти новости распространялись стремительно, подобно лесному пожару, вызывая еще большую панику. Работники, услышав о возможной утечке, начали испугаться за свои жизни. В коридорах началась настоящая суета. Люди искали укрытие, но шанс безопасного выхода уменьшался. На экранах мониторов в офисах появились предупреждения о возможных отключениях электроэнергии. Эта информация лишь добавила масла в огонь. Сотрудники, которые еще несколько минут назад находились в спокойной обстановке, начали осознавать, что находятся в центре катастрофы. Внезапно раздался гул сирен, подтверждая опасность. Крики людей смешивались с тревожными сигналами системы. Каждый понимал, что время поджимает. Спасательные команды начали действовать на территории станции. Однако даже они, прибыв на место, столкнулись с трудностями. Необходимость быстрой координации действий наложила дополнительные сложности. Нехватка информации о текущей ситуации затрудняла работу. Люди пытались установить связь с центральным офисом, но связь порой прерывалась. Спасатели сосредоточились на поиске выживших и оценке угрозы радиации. Тем временем в местных новостных лентах начали появляться первые сообщения о происшествии. Журналисты пытались получить доступ к станции, но их остановили охранники. Они запрашивали информацию у представителей власти, но ответов не было. Это создало ощущение полной неопределенности. Локальное население проявляло недовольство, требуя ясности о ситуации и защиты от возможных последствий. С каждой минутой паника на Запорожской АЭС возрастала. Персонал, который еще недавно работал в привычном ритме, теперь сталкивался с реальной угрозой. Каждый новый сигнал тревоги подогревал атмосферу страха. Внутри станции происходила настоящая борьба за жизнь, где время играло решающую роль. Каждый шаг мог оказаться решающим, а каждое неверное решение — фатальным. Авария вышла за пределы одной атомной электростанции и стала конфликтом, способным изменить судьбы многих. Спасательные службы, прибывшие на Запорожскую АЭС, столкнулись с серьезными вызовами сразу по прибытию. По мере того, как они выходили из своих автомобилей и одевали защитные костюмы, в воздухе витала угроза радиации. Первые группы быстро разделились на команды, каждая из которых имела свою задачу: оценка уровня радиации, эвакуация персонала и оказание медицинской помощи пострадавшим. Командиры отдавали указания, но ситуация все еще оставалась неподконтрольной. Первая команда, отправившаяся внутрь станции, быстро обнаружила, что система вентиляции не функционирует, и воздух наполнился напряженностью. Изолированные коридоры, когда-то заполненные работой и шумом, теперь выглядели мертвыми и пугающими. На каждом шагу спасатели искали подтверждение информации о количестве оставшихся сотрудников. Каждый из них понимал, что время играет против них, и рисковать пришлось больше, чем когда-либо. Среди спасателей находился старший лейтенант Игорь, который взял на себя ответственность за координацию действий. Он знал, что каждая секунда на счету. У него были только ограниченные данные о ситуации, и он пытался связаться с центральным командным пунктом, но связь часто прерывалась. Осознавая, что необходимо действовать, он принял решение отправить часть команды на обследование реактора, в то время как другая группа оставалась на месте для помощи с эвакуацией. В это время на улице разразилась паника. Локальное население собиралось у блокпостов, пытаясь получить информацию о своих близких, оставшихся на станции. Люди кричали, требовали, чтобы их пустили внутрь, и это создало напряжение у охраны, которая пыталась поддерживать порядок. Пресс-службы продолжали выпускать противоречивые сообщения, и доверие к власти падало с каждым часом. Вернувшись к спасателям внутри станции, старший лейтенант Игорь и его команда начали обходить этажи. Внезапно одна из сотрудников, находившаяся на дежурстве, позвала их. За закрытыми дверями они нашли группу операторов, запертых в помещении управления. Они пытались связаться с внешним миром, но их системы были повреждены. Игорь быстро организовал эвакуацию, но состояние паники у операторов усложняло процесс. Голоса смешивались в крики, и спасателям пришлось использовать силу, чтобы вывести людей в безопасное место.
Пока команда продолжала эвакуацию, на экранах с тревожными сигналами начали высвечиваться новые данные. Уровень радиации на периметре станции повышался. Это вызвало необходимость в немедленной оценке ситуации. Командир спасательной группы отдал приказ подготовить систему для выведения пострадавших на свежий воздух. Однако, когда они начали двигаться к выходу, одна из сотрудников упала на пол, схватившись за голову. У нее начались признаки радиационного отравления. Спасатели немедленно оказали первую помощь, но на фоне растущей паники это было лишь временным решением. На улице ситуация накалялась. Слухи о возможном расширении радиационного загрязнения достигли населения, и возникла угроза массовых протестов. Очередь за эвакуацией становилась все длиннее, и спасателям приходилось разрабатывать новые маршруты, чтобы избежать толпы и паники. Каждая минута становилась решающей, и напряжение нарастало. Внутри станции спасательные службы продолжали бороться с хаосом. Постоянные тревожные сигналы и крики людей создавали атмосферу отчаяния. Но, несмотря на все трудности, эти люди не останавливались. Они знали, что их работа важна не только для спасения жизней, но и для будущего всей страны. Каждый новый шаг вперед был шагом в неизвестность, но отступать было нельзя. Их действия могли стать ключевыми в предотвращении еще большей катастрофы. Спасательные службы продолжали свою работу на Запорожской АЭС, когда нарастающее беспокойство о последствиях аварии стало очевидным. Специалисты начали собирать данные о повреждениях и оценивать ущерб, который катастрофа нанесла станции и окружающей среде. Первая группа экспертов, прибывшая на место, столкнулась с многочисленными препятствиями. Уровень радиации в районе реакторов оставался критически высоким и требовал применения специальных защитных средств, респираторов и защитных костюмов. Внутри станции ситуация оставалась напряженной. Спасатели фиксировали повреждения оборудования, и каждое новое открытие вызывало тревогу. Команда, обследующая систему охлаждения реакторов, обнаружила, что несколько насосов были частично разрушены. Это могло привести к перегреву и потенциальному расплавлению активной зоны реактора. Это открытие вызвало необходимость срочно разработать меры по предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации. Спасатели начали устанавливать временные системы охлаждения и задействовали дополнительные насосы. Снаружи, в радиусе 30 миль от АЭС, эксперты начали проводить замеры радиационного фона. Первоначальные данные подтвердили опасения. Уровень радиации превышал допустимые нормы в нескольких местах, включая близлежащие населенные пункты, такие как Энергодар и Васильевка. Это стало основанием для массовой эвакуации жителей. Местные власти организовали вывоз людей с помощью автобусного парка, но многие отказывались покидать свои дома, не осознавая масштабов угрозы и надеясь, что уровень радиации скоро нормализуется. Параллельно с оценкой ущерба спасательные службы пытались установить, какие участки земли и водоемы были затронуты. Исследования показали, что река, протекающая рядом с станцией, могла быть загрязнена радиацией. Это создало угрозу для местной флоры и фауны, а также для здоровья жителей, использующих воду из этой реки для ведения домашнего хозяйства. Экологи начали готовить отчеты о потенциальных последствиях для экосистемы региона, включая возможность отравления рыб и других водных организмов. Ситуация усугублялась из-за недостатка информации. Журналисты, стремившиеся осветить происходящее, сталкивались с закрытыми дверями и молчанием со стороны властей. Начались слухи о возможных попытках скрыть реальные масштабы катастрофы. Группа местных активистов организовала митинг, требуя от властей раскрытия полной информации о последствиях аварии. Их требования привлекли внимание общественности и медиа, что только накаляло атмосферу. После нескольких часов работы специалисты на месте сообщили о необходимости проведения международного расследования. Они подчеркнули, что для предотвращения дальнейших катастроф требуется независимая экспертиза. Однако это предложение столкнулось с жестким сопротивлением со стороны местных властей, опасавшихся утечки информации и потери контроля над ситуацией. Это создало дополнительное напряжение как внутри страны, так и на международной арене. Внутри станции усилия спасателей продолжали направляться на предотвращение дальнейших утечек и защиту оборудования. Каждое новое задание требовало от них не только физической силы, но и быстрой реакции в условиях стресса. Нехватка времени и постоянный риск радиационного загрязнения создавали атмосферу подавляющего давления.
Спасатели понимали важность своей работы для будущего региона, и каждый новый шаг мог иметь серьезные последствия. Обсуждения о том, как справиться с последствиями аварии, только начинались. Эксперты, политики и общественность должны были решить, как восстановить доверие к атомной энергетике и обеспечить безопасность населения. Ущерб, причиненный Запорожской АЭС, стал серьезным испытанием не только для региона, но и для всей страны. Каждый новый день подчеркивал необходимость действий, направленных на предотвращение подобных катастроф в будущем. Вскоре после начала эвакуации и сбора информации о катастрофе на Запорожской АЭС, международная реакция начала принимать угрожающие масштабы. В течение суток после аварии несколько стран, включая США, Великобританию и страны Европейского Союза, начали выражать обеспокоенность по поводу безопасности атомных объектов в Украине. Мировые лидеры собирались на экстренные совещания, чтобы обсудить возможные действия и последствия происшествия. На экстренном заседании Совета безопасности ООН представитель Украины сообщил о критической ситуации и об уровне радиации, превышающем допустимые нормы. Эта информация вызвала бурную реакцию среди членов Совета, и обсуждение сосредоточилось на возможных действиях. Несколько делегаций призвали к немедленному международному вмешательству, аргументируя это угрозой для здоровья миллионов людей. В то время как развивались международные дебаты, в Департаменте ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии поступили тревожные сообщения о возможной военной активности в районе станции. По сообщениям, в зоне вокруг Запорожской АЭС замечались военные формирования, которые могли попытаться использовать ситуацию в своих интересах. Это открытие вызвало панику среди международных наблюдателей, а также указало на необходимость срочного вмешательства. Информация о военном присутствии в окрестностях станции быстро дошла до глав государств и вызвала резкое осуждение. В нескольких странах прозвучали призывы к мирным переговорам, чтобы избежать эскалации конфликта. В это время на территории Украины началась активизация гуманитарных операций, чтобы помочь пострадавшим от аварии и обеспечить безопасность эвакуированных жителей. Параллельно с этим в социальных сетях начали появляться разногласия и теории заговора. Некоторые утверждали, что катастрофа на Запорожской АЭС была спланирована для создания хаоса в регионе и оправдания военных действий. Эти слухи подогревали общественное недовольство и усиливали напряженность среди граждан. Люди выходили на улицы с протестами, требуя отставки правительства и тщательного расследования. Внутри самой атомной станции спасательные службы продолжали работу по ликвидации последствий. Каждое новое открытие подтверждало опасения. Повреждения в системах охлаждения были серьезнее, чем предполагалось. В одном из реакторов, как выяснили эксперты, наблюдались признаки возможного расплавления активной зоны. Эта информация стала решающей, и спасатели начали разрабатывать план эвакуации и дальнейших действий. Международные эксперты, прибывшие на место, подтвердили необходимость внедрения независимого расследования. Они призвали к созданию коалиции стран для обеспечения безопасности и контроля над ситуацией. В ответ на это местные власти выразили недовольство, опасаясь, что международное вмешательство может привести к еще большему кризису. Кульминация наступила, когда в пятницу, 10 сентября, произошел резкий рост уровня радиации. Спасатели на месте начали фиксировать критические показатели и сигнализировать о необходимости немедленной эвакуации всех оставшихся на станции. Обстановка накалилась до предела, когда в эфире прозвучали сообщения о новых возможных утечках радиации. Ситуация на Запорожской АЭС стала не просто местной проблемой, а глобальной угрозой. Каждое новое сообщение о радиации и возможных последствиях для соседних стран вызывало все больше паники и беспокойства. К этому моменту стало очевидно, что произошедшее на атомной станции представляло собой не только техногенную катастрофу, но и потенциальный международный конфликт. Ситуация на Запорожской АЭС достигла критической точки. После резкого повышения уровня радиации международные организации начали активно взаимодействовать с украинскими властями, требуя немедленных мер по ликвидации последствий аварии. В это время в непосредственной близости к станции разразилась настоящая паника. Граждане, оставшиеся в округе, начали осознавать, что последствия катастрофы могут быть гораздо более серьезными, чем предполагали изначально. Экономические последствия стали очевидными, когда местные власти начали проводить оценку ущерба.
Первые данные показали, что уровень радиации не только превышает допустимые нормы, но и угрожает экосистеме региона. В результате заражения местных водоемов и почвы риск для сельского хозяйства стал актуальным. Фермеры, которые ранее полагались на продукцию своих полей, теперь столкнулись с возможностью полного уничтожения урожая. Химические анализы показали, что река, протекающая рядом с АЭС, может быть загрязнена, что создает серьезную угрозу для здоровья населения. С каждым днем количество пострадавших от радиационного воздействия увеличивалось. В медицинские учреждения поступали жители с признаками отравления. Специалисты начали фиксировать случаи кожных заболеваний и других последствий, связанных с повышенной радиацией. Власти начали экстренно привлекать медицинские ресурсы, но, несмотря на все усилия, система оказалась перегруженной. Это не только создало дополнительные трудности для здравоохранения, но и вызвало общественное недовольство. Международные медицинские организации предложили помощь, но такая поддержка также означала необходимость в открытии информации о реальном масштабе проблемы. Местные власти, ранее предпочитавшие минимизировать масштабы катастрофы, начали осознавать, что скрывать правду уже невозможно. Обсуждения о возможной международной независимой экспертизе стали более актуальными. Однако это предложение встречало сопротивление со стороны украинского правительства, опасавшегося утечки информации и международного вмешательства. В это время экономические последствия начали распространяться на уровень местной экономики. Бизнесы, которые зависели от работы АЭС, начали закрываться. Сотни людей потеряли работу, и уровень безработицы стал резко расти. Ситуация усугублялась тем, что многие жители, покинувшие свои дома, не могли вернуться из-за угрозы радиации. Местные магазины начали испытывать дефицит товаров, поскольку поставки стали невозможными. Параллельно с этим международные инвесторы начали выводить свои средства из украинских активов, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Фондовые рынки начали падать, и это привело к экономической нестабильности на всей территории страны. Украинская валюта потеряла в цене, и правительство вынуждено было обратиться за помощью к международным финансовым организациям. Как следствие, на фоне растущего недовольства среди населения, в крупных городах Украины начались массовые протесты. Люди требовали отставки правительства и прозрачного расследования. Каждое новое сообщение о катастрофе только подливало масло в огонь. Ситуация в стране становилась все более напряженной, и в воздухе уже витали разговоры о необходимости перемен. На Запорожской АЭС спасательные работы продолжались, но успехи были незначительными. Внутри станции наблюдались новые утечки, а уровень радиации оставался на критическом уровне. Каждое новое открытие не только ставило под угрозу работу спасателей, но и подчеркивало, что последствия катастрофы могут затянуться на долгие годы. Местные жители, обеспокоенные своим будущим, понимали, что это не просто катастрофа для одного региона, а начало новой эры страха и неопределенности для всей страны. Авария на Запорожской АЭС оставила глубокий след в жизни региона и всей страны. Уроки, извлеченные из этой катастрофы, стали основой для изменений в области безопасности атомной энергетики. Спасательные службы, работающие на месте, продолжали интенсивно трудиться, но число жертв и пострадавших возрастало. Каждый новый случай обращения в больницы подчеркивал, что последствия катастрофы будут ощущаться на протяжении многих лет. Вскоре после завершения спасательных операций правительство объявило о создании комиссии для расследования причин аварии. В состав комиссии вошли местные эксперты и международные специалисты. Их задача заключалась в анализе произошедшего и в разработке рекомендаций по улучшению систем безопасности на атомных станциях. Прозрачность расследования стала необходимой для восстановления доверия общества к власти и атомной энергетике. Ситуация в регионе оставалась напряженной. Эвакуированные жители столкнулись с суровой реальностью. Многие никогда не смогут вернуться в свои дома. Сельское хозяйство, поддерживающее местное население, оказалось под угрозой из-за загрязнения почвы и воды. Это вызвало необходимость в новых планах по адаптации экономики региона к новым условиям. Правительство начало разрабатывать программы по созданию альтернативных источников дохода для населения, таких как развитие туризма и возобновляемых источников энергии. Международное сообщество также усвоило уроки из произошедшего. В результате катастрофы на Запорожской АЭС начались обсуждения о необходимости повышения международных стандартов безопасности для атомных энергетических установок.
На конференциях и саммитах появились призывы к созданию глобальной системы мониторинга и контроля за ядерной безопасностью. Страны начали пересматривать свои ядерные программы, чтобы гарантировать безопасность своих граждан. Экологические организации активизировались для восстановления экосистемы региона. Устранение последствий радиационного загрязнения потребует значительных усилий, и это стало важным шагом к восстановлению здоровья людей и животных. Экологи составили планы по очистке загрязненных земель и восстановлению местных водоемов, что критически важно для здоровья населения. Постепенно жители региона начали восстанавливать свои жизни. Они стали собираться на митинги, требуя отчетности от правительства и участия в принятии решений о своем будущем. Как видите, даже после таких катастроф важно не терять надежду и двигаться вперед. Если вам интересны темы безопасности и экологии, подписывайтесь на наш канал. Давайте вместе разбираться в важном. А если хотите поддержать наше творчество и помочь раскрывать подобные истории, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране. Ваше участие нам очень важно. Это стало важным шагом к созданию более прозрачной системы управления и активному вовлечению граждан в процессы, касающиеся их жизни. Авария на Запорожской АЭС стала не только трагедией, но и мощным толчком к изменениям. Общество осознало, что безопасность и защита окружающей среды должны стать приоритетом для всех. Запорожская АЭС больше не могла рассматриваться как просто источник энергии, она стала символом необходимости бережного отношения к природе и к людям. Время шло, и уроки, извлеченные из этой катастрофы, начали формировать новые отношения к атомной энергии и экологии. Каждое действие в рамках восстановительных программ стало шагом к созданию безопасного будущего для следующего поколения. Авария на Запорожской АЭС навсегда осталась в памяти, подчеркивая важность заботы о мире вокруг и ответственности за будущее.